Приветствую вас, друзья! Хочу сегодня вам показать монеты, которые наконец-то пришли мне от компании NGC после оценки. Это было достаточно долго, больше 2 месяцев. К сожалению, не все получилось так, как я предполагал. Получил я на одну монету детали. И сейчас давайте все посмотрим, покажу. 5 марок Пруссии, 200 лет правления. Получила монета детали. Написано, что на аверсе у монеты есть царапина. Царапина действительно там есть. Если сейчас хорошо присмотреться, то вверху где-то на 11 часов есть вертикальная царапина. Она идет от ранда через точку, которая правее цифры 1 и прямо к прическе. Такая темная полосочка. Вот сейчас она светлая, заблестела. Там есть еще несколько маленьких царапинок рядом с ней. Их хуже видно, но они там тоже есть. В принципе, я когда отправлял эту монету, я видел эту проблему, но мне показалось, что это не настолько значительные царапины, чтобы монета получила деталей. Ну и я предполагал, что с такими царапинами MS62 она точно получит. Вот. Но, к сожалению, получила монета детали. Хотя по своему состоянию, как вы видите, монета яркая, хорошая, штемпельная. И, в принципе, на ней не так много мешкового сохрана, не так много повреждений. Поэтому, думаю, монета вполне бы получила MS63. Но, к сожалению, эта царапина перечеркнула все мои надежды. Следующая монета — это 5 марок, посвященная 90-летию со дня рождения Луитпольда Баварского. Монета красивая, яркая. На монете есть несколько ударчиков на поле и на рельефе. Но также имеются следы мешкового сохрана. Монета получила грейд MS63. В принципе, заслуженный грейд. На монете красивая золотистая патина. Конечно, у меня были смутные надежды на MS64, но монета получила MS63. Все-таки на ней достаточно механики. Хотя, повторюсь, очень красивая, очень достойная, яркая монета. Вызывает приятные эмоции, красивой золотистой патиной. Но MS63 всего лишь. Еще одна монета, точно такая же, 5 марок Баварии, 90 лет со дня рождения Луитпольда Баварского. Эта монета поярче, на ней нет патины, но у нее хорошее зеркальное поле, более такой матовый серебристый рельеф. Хотя тоже на аверсе имеется достаточное количество механики, мешкового сохрана. Ударов таких по монете нет, как на предыдущем экземпляре. Реверс у нее тоже поярче, более зеркальный. Но, тем не менее, грейдинговая компания тоже дала монете такой же грейд, MS63. Возможно, это и заслужено. В принципе, потому что все-таки механика на монете присутствует. Так что, думаю, MS63, наверное, заслуженный грейд для этих монет. И для первой, и для второй. Хотя, повторюсь, конечно, всегда хочется грейда выше. Но еще один пятимарочник немецкой империи. Это 5 марок Фридриха Баденского. Монета посвящена 50-летию правления, то есть 50 лет на престоле. Яркая, красивая монета. По уровню механики, мне казалось, она приблизительно такая же, как и две предыдущие. И я думал, она грейд MS63 должна получить. Но почему-то монета получила грейд ниже на один уровень. Монета получила MS62, как вы видите. Не знаю, может, мне так кажется, как вам кажется, одинаковые повреждения, уровень повреждений на монетах, или все-таки эта монета похуже? Потому что мне кажется, они, в принципе, одинаковые по износу, по мешковому сохрану. Но, тем не менее, MS62.
Еще одна монета немецкой империи. Это две марки Фридриха Аугуста Саксонского. Ну, здесь монета, да, выглядит на МС-62, безусловно. Здесь никаких намеков на МС-63 не было. Я, в принципе, думал, не получила бы ли она еще МС-61. Все-таки у нее есть потертости на рельефе. Как говорят, небрежное хранение. То есть монету часто наверняка доставали, клали. Может быть, перевозили, транспортировали. Монета лежала на какой-то поверхности, и произошло вот такое стирание рельефа. Хотя монета не была в обращении. Но, тем не менее, это заметно. Вы видите такие светлые серые полосы и пятна на рельефе, что свидетельствует о том, что нарушена вот эта естественная поверхность монеты, которая была из-под штампа. Поэтому МС-62 нормально для этой монеты. Еще 5 марок немецкой империи. Красивейшие Заксен-Ваймар-Айзенах. Монета посвящена 350-летию Йенского университета. Монета очень интересная, очень своеобразная. Стилизирована она под старинный талер. Выглядит потрясающе. Выпускалась она в 2 и в 5 марках, в 2 номиналах. Я предполагал, что монетка получит МС-64. Очень мне так хотелось. На ней практически нет износа. У этой монеты самые высокие точки рельефа — это кончик носа, костяшки пальцев. И на реверсе самые высокие точки рельефа — это корона и цепь, которая на орле. Но, тем не менее, почему-то монета получила МС-63. Хотя особой механики сильной по ней незаметно. Потертостей сильных тоже не видно. Поэтому надежды были на МС-64. К сожалению, всего лишь МС-63. Но монета от этого не перестает быть красивой. Поэтому, в принципе, я доволен. 3 марки Веймарской республики. Рейнская область. Так называемая птичка на мосту на сленге коллекционеров. Веймарские монеты очень мне нравятся. Они все очень разнообразные, с интересным дизайном. В отличие от имперских монет, которые, в принципе, почти все выполнены портретами. Монета яркая, монета красивая. Но уровень механики, особенно вот на аверсе, видно поле, есть повреждения, есть потертости на орле. Все это привело к тому, что монета получила МС-62. Еще 3 марки Веймарской республики. Тысячелетие города Майсен. Монетка тоже имеет много мешкового сохрана. Получила монета Great MS-62. Думаю, в принципе, заслуженно. Хотя она имеет яркий штемпельный блеск. Но все-таки на монете есть повреждения. Их достаточно много. Есть потери по рельефу. Есть мешкового сохрана много. Ударчики есть. Царапинки. Ну и все в результате повлекло за собой вот такой грейд. Хотя, повторюсь еще раз, монета яркая, монета достойная. Приятно радует своим штемпельным блеском. Но, как мы знаем, штемпельный блеск не самый главный критерий в оценке монеты. Поэтому оценивают все-таки монету по износу, по повреждениям. Реверс у монеты поярче, здесь меньше повреждений. И монета в результате получила МС-62. Еще 3 марки Веймарской республики. Красивейший трехмарочник Бремерхафен. Очень яркая монета. Честно говоря, я когда ее смотрел вживую, она мне казалась чуть менее яркой. И я предполагал, что она получит МС-63, потому что на некоторых рельефных моментах как бы штемпельный блеск, вернее, то естественное состояние монеты, поверхности ее, оно было немножко как бы стерто, утрачено, слизано, что ли. И мне казалось, вот эти моменты не позволят монете получить более высокий грейд,
В принципе, я был согласен на МС-63. Но после того, когда я получил монету и увидел, в каком она грейде, я был очень приятно удивлен. Поэтому монета займет достойное место в моей коллекции. Я обязательно ее оставлю у себя. Она яркая и с реверса тоже очень. Монета мне очень нравится. И будет занимать у меня достойное место в коллекции до тех пор, пока я не найду, пока мне не попадется монета более высокого качества. Поэтому однозначно остается в коллекции. Красивая, хорошая монета. Еще одна монета Веймарской республики, очень красивая монета. Это воссоединение Вальдека и Пруссии. Здесь невероятно красивый на аверсе орел. Потрясающе сделан. Смотрится просто великолепно. Очень классный, повторюсь, дизайн у веймарских монет, за что они мне очень нравятся. Монета ярчайшая. Надеялся я на высокий грейд, когда отправлял эту монету. В принципе, мои надежды подтвердились. Монета получила достаточно высокий грейд, МС-64, чему я очень доволен. И монета однозначно останется в моей коллекции. Великолепная монета. Просто потрясающе выглядит, с ярчайшим штемпельным блеском. Думаю, монета получила достойный грейд, что меня, еще раз повторюсь, очень порадовало. Друзья, это была первая часть обзора. Монет я получил 20 штук назад, но чтобы не затягивать ролик, чтобы он не был слишком длинным, следующие 10 монет я уже покажу в другом ролике. Благодарю вас всех за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. Еще раз всех благодарю. Желаю всем хороших, ярких, качественных монет, удачи и до новых встреч.